Когда рассказываете о причинах заболевания молочной кислоте или о наличии кислорода в крови, цены просто нет этим знаниям. Теперь, когда все переходят на доказательную медицину и лечат симптомы, уже не услышишь или не прочитаешь доступной формы объяснения всем недомоганиям. Когда-то обратилась женщина, обратилась с тяжелым заболеванием, ревматоидный артрит. Причем ревматоидный артрит у нее настолько длительный процесс уже заболевания был. У нее деформация суставов, коленных суставов, полиартрит кистей. И она очень взрослая. Ну и она говорит: Андрей Андреевич, я так устала, я во все суставы инъекции гидрокортизона делала уже. Делаю это 2-3 раза в год, при этом и на преднизолоне, и у меня была терапия уже, каких только терапий не было, и даже метотрексат, и я вот болею этим уже на протяжении 20 лет, Андрей Андреевич, ничего мне не помогает, спасите меня, скажите, что мне делать. Есть такой нетрадиционный способ. Я считаю, что заболевание артрит является системным заболеванием недостаточности кислорода в крови. А кислород в крови можно внести только капельницами с перекисью водорода. Но в домашних условиях такую капельницу, и не всегда помогает. И я рекомендую обычно капельницу ректальную. То есть берется наконечник от клизмы, после чего ставится ректально, при этом ставится капельница, готовится 300 граммов физраствора и добавляется 1 чайная ложка перекиси водорода. Ставится капельница и вводится 40 минут-30 минут-40 минут ректально получение вот такой вот перекиси водорода в физрастворе. Что это дает? 10 таких капельниц убрала у нее заболевание ревматоидный полиартрит, и она перестала практически болеть данным заболеванием. Сейчас у нее симптоматические какие-то есть процессы, то есть обострение осенью, обострение весной в незначительном количестве. Опять-таки хочу сказать, что это не доказательная медицина, может быть это частный такой вот пример. Тем не менее, для меня это один из примеров того, что я в свое время рекомендовал, и она не единственный человек, который использовал данный механизм в ходе лечения ревматизма и ревматоидного артрита.